рады приветствовать вас сегодня, видеть здесь всех преподавателей, наших гостей, студентов. И есть все основания при наличии кворума нашу конференцию, которая называется «Университетский потенциал исторического знания и исторического образования в контексте современной российской модернизации» открыть. Идея этой конференции возникла из трех, даже двух наиболее совершенно прагматических обстоятельств. Первое обстоятельство заключается в том, что сегодня у нас 10 февраля, и буквально через месяц мы будем, так сказать, свидетелями такого частного события, которое имеет прямое отношение к историческому образованию и знанию историческому, как нам кажется. Это 20-летие создания на базе Историко-архивного института Московского Российского государственного гуманитарного университета. Вторая прагматическая цель заключается в том, что мы создали такую программу в прошлом году, по-моему, да, календарном, учебном, может быть, позапрошлом, которая так называется «Институт сопровождения гуманитарного сопровождения общественно значимых проектов и процессов в стране». Она называется институтом, несознательно мы на это пошли, хотя это только программа. И для нас в современных условиях историческое знание, историческое образование бесспорно общественно значимый, один из важнейших общественно значимых гуманитарных проектов. И в этой аудитории нет необходимости доказывать, насколько сейчас это актуально. Это, конечно, и преподавание в вузах и в школе, это место истории, так сказать, исторического образования, вообще в вузовском образовании, в гуманитарном и в особенности, но и в целом вообще в вузовском образовании. Это место истории в школьном образовании, это исторические стандарты, это КИМы, то есть контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по истории и по обществознанию, поскольку все-таки именно это общеучительство, учительство сегодня и так далее. Поэтому, я думаю, это тоже доказывать не нужно. И вот эти два прагматических, так сказать, казалось бы, элемента слились в то, что мы решили собрать такую конференцию. Она называется научно-практическая, и в то же время она международная, потому что мы пригласили и наших коллег из других стран, и постсоветского зарубежья, и дальнего зарубежья. 20 лет существенно изменили структуру исторического знания. Тут наложилось несколько процессов, но они бесспорно существенно воздействуют. Какие это процессы? Все-таки это историческое знание эти 20 лет развивается в обществе, которое вошло в информационное пространство и в прямом смысле слова ощущает воздействие информационной революции. Второй момент, который тоже очень важен, заключается в том, что составные части исторического знания, я беру не только научное, а вообще структура исторического знания, тоже меняется очень активно. Возьмем такие, составные части, как художественное представление о прошлом, или даже, религиозное представление о прошлом. Сейчас совершенно, если говорить с 91 годом сравнивать, совершенно другой контент и контекст ситуации с представлением, о прошлом, религиозной конфессии и вообще все общество в целом. Как вы знаете, это уже проходит и в школьном образовании, потому что идет эксперимент с изучением основ религиозных культур разных конфессий в наших школах или в истории мировых религий, и этот процесс будет нарастать. То есть это касается не только, науки, но это касается в прямом смысле образования. Мало того, бесспорно, в условиях информационного общества, влияния интернета на подрастающее поколение, любое произведение художественное, будь то кинопроизведение, будь то театральное произведение, будь то, театральная постановка, будь то документальный фильм или какое-то, в общем, даже обсуждение
который сейчас активно проходит, там, типа там шоу, такие ток-шоу, как, к сожалению, все это не на русском языке, но тут понятно, о чем идет речь, любые обсуждения, они же доступны огромной, так сказать, вообще, ну, аудитории. Это тоже новации, которые историческое образование и знания, даже научные, должно учитывать. Поэтому эта структура исторического знания, конечно, за эти 20 лет ее составляющие существенно изменились. Но бесспорно изменилась и структура научного исторического знания. Тут, конечно, мы гораздо больше представляем, что же происходит, но тем не менее появляются новые задачи, о которых я тоже хотел сказать. Ну, какие, так сказать, изменения произошли за эти 20 лет в историографии, даже отечественной, российской исторической науки? Конечно, бесспорный вклад или воздействие архивной революции на историческое сознание нашего общества, он еще недооценен, но тем не менее он, конечно, имеет место. Огромное количество материалов сказать, вообще представлены в научном обороте историков. К сожалению, надо признать, что этот огромный массив еще только, мне кажется, начинает осваиваться, и он практически даже не востребован самой исторической наукой. Мне кажется, сейчас мы предпринимаем некоторые шаги в этом плане, но сейчас, конечно, к сожалению, источниковедение как дисциплина общеисторическая требует существенного, так сказать, в общем, активизации усилий историков, если говорить о структуре научного исторического знания. И вот у нас одна из таких программ уже заявлена, Владимир Петрович Козлов ее руководит. Я надеюсь, что это даст какой-то толчок, но это только начало этого пути. И мне кажется, что тут есть очень много резервов, которые должны быть использованы. Второй резерв тоже традиционно для историко-архивного института и начальных этапов формирования РГГУ, как бы сказать, наше преимущество. Это история исторической науки, историография. И здесь особенно важно анализ того, что сделано за последние 20 лет в нашей стране, в мировом историческом, так сказать, сообществе, и взаимодействие тех или иных концепций, и связь, и учет того, что делается за эти 20 лет, а где-то, в общем, сделано очень много у наших соседей. Я говорю о украинской историографии, или, так сказать, историографии любой из стран Центральной Азии, которая сейчас активно развивается, или, можно сказать, в общем, назвать, ну, практически все эти направления, которые сформировались в условиях независимости, и это, так сказать, огромный пласт, который сейчас необходимо осваивать. Следующий, так сказать, сюжет, который тоже связан, так сказать, со структурой исторического научного знания, это вспомогательные, так называемые, или специальные исторические дисциплины. Термин не очень удачный оба, но мы понимаем, о чем идет речь. И здесь одна из них, просто сейчас чрезвычайно актуальна, это археография. И в этой области в РГГУ, к счастью, существует кафедра археографии. Это вообще-то не такое распространенное явление, не знаю, много ли их вообще в нашей стране, таких кафедр. А может вообще она, так сказать, может даже одна из немногих, если не единственная. Но бесспорно, вот эта архивная революция и тот как бы бум публикаций, который происходит и происходил, и будет продолжаться, он должен сочетаться и как сказать, с научными подходами публикации документов, поскольку если эти научные подходы ими пренебречь, то может получиться обратный результат, чего, кстати, тоже имеет место. С другой стороны, все это, что я сейчас сказал, конечно, тесно коррелирует со структурой и задачами исторического образования. Вот здесь возникает несколько теоретических проблем, которые пока не пронесены. Но вот известно, что Российская Федерация стала правопреемником СССР в международном сообществе, что она вошла в Совет Безопасности как постоянный член, что все, так сказать, обязательства СССР, которые он имел, Российская Федерация
реализует. Ну а с точки зрения исторического знания, чего, собственно, мы являемся правопреемниками? Если мы, в общем, не являемся, как историческое сообщество, правопреемниками истории Советского Союза, что вообще-то бессмысленно, мне кажется, то, конечно, можно эту советскую цивилизацию вообще закрыть, не изучать, а сразу переходить от более ранних периодов, перескакивать к новой России. Но, по-моему, это безумие. Отсюда возникает вопрос, насколько вообще мы сейчас занимаемся этим периодом, насколько мы вообще можем воссоздать какую-то картину. Я кстати, не считаю, в общем, верным это довольно расхожие две позиции. Одна позиция, которая характерна для вузовского исторического, не только исторического, любого сообщества, критиковать качество подготовки школьников. И школьники, меньше знают, они, плохие. Понятно, о чем я хочу сказать. Кстати, если говорить серьезно, мы в вузовской аудитории, никто что-то не критикует, а что же остается у выпускников вузов? Так называемые остаточные знания. Если вообще-то посмотреть, то, вы знаете, это тоже, не такой уж, радостный можно получить результат. Поэтому я, кажется, считаю, что нужно говорить не о критике, а искать пути взаимодействия и поддержки, взаимоподдержки. Это касается и прагматики, то есть тех самых контрольно-измерительных материалов, места исторического образования в школе и в вузе. Это касается и содержания стандартов, учебных планов высшей школы и средней школы. То есть необходимо новое качество взаимодействия. И коротко о конкретных сюжетах, которые я хотел поставить. Мы решили, мы сегодня будем говорить, начать эту работу и в интернетном пространстве, и инициировали такое создание портала «Родная история», которым хотим использовать наши ресурсы, которые есть в РГГУ, для того, чтобы все, кто интересуется этой проблематикой, могли получить, мы надеемся, адекватно научному состоянию сегодня, не тенденциозное представление о прошлом. Нам, конечно, крайне актуально, я рад здесь присутствующих представителей исторического образования и науки постсоветского зарубежья, крайне актуально аккуратное, серьезное изучение того, что делают наши коллеги, и, в общем, и учет этого. И, конечно, актуально по-прежнему это, изучение и использование того, что делают наши коллеги в мире в целом.